В рамках хакатона, посвященного умным городам, промышленности и энергетике, мы поговорим сегодня о математике в энергетике. У нас в гостях Ирина Чучуева, кандидат технических наук, прикладной математик, основатель математического бюро. Звучит довольно необычно. Ирина, привет. Спасибо, что выбралась. Привет. Спасибо, что пригласили. Расскажи, пожалуйста, чем занимается прикладной математик? Прикладную математику в области электроэнергетики я могу рассказать, а вот в общем, я думаю, сложно. Да. Я работаю 14 лет в области электроэнергетики, и по большому счету за 14 лет все 14 лет я решаю 3 задачи. То есть это такой итеративный процесс, когда ты решаешь задачу, потом переключаешься на новый проект, и спустя какое-то время опять возвращаешься к предыдущей задаче. Задачи всего 3. Получается, первая задача – это прогнозирование, вторая задача – это анализ оптовых цен на электроэнергию, и третья задача – это задача оптимизации. В России я ее решала применительно к теплоэлектроцентралям. Оптимизация работы ТЭЦ. И все 14 лет это вот такая круговая порука, когда ты переходишь одной задачи от прогнозирования к оптимизации, потом обратно к прогнозированию, потом к аналитике, потом опять к оптимизации, ты крутишься. В общем, надо очень любить эти задачи, чтобы столько лет этим заниматься. Да, звучит пока очень сложно. Давай попробуем на понятном примере, что твоя работа, что вот эта оптимизация, анализ, чего она позволяет добиваться? Вообще рынок электроэнергии основан на очень четком планировании. Я не знаю, как в других областях, но здесь планирование выработки и потребления, оно критично. Потому что если у нас происходит несовпадение, то у нас возможны блокауты и отключения, которые выливаются в миллиардные затраты, многомиллионные. Соответственно, планированию посвящена огромная часть работы вообще предприятий на рынке электроэнергии. Не только в России, все рынки электроэнергии в мире устроены примерно по одинаковым правилам. И, соответственно, если нам нужно планирование, нам нужен прогноз. Например, для потребителей в России критично прогнозирование энергопотребления на завтра. Так называемый краткосрочный прогноз. Они подают заявки на рынок и покупают план. То есть план своего потребления. И дальше все свои отклонения они покупают или продают по заведомо невыгодной цене. То есть чем точнее они спрогнозируют, тем ниже у них затраты на покупку электроэнергии. Соответственно, для них это важно, точно прогнозировать. Это потребители, это города, или это промышленные предприятия, или это частные лица? Кто эти потребители, Потребители, да. покупают? На оптовом рынке потребители все очень крупные. Большая часть потребления у нас покупается так называемыми гарантирующими поставщиками. Это бывшие АО «Энерго», так называемые энергосбытовые компании. Они работают как пятерочка. Они покупают на опте, продают на рознице. На эту дельту живут. На них приходится основной объем покупки на оптовом рынке. Плюс есть конечные промышленные предприятия, но это крупные предприятия с большими объемами потребления каждый час. Они покупают сами. То есть они сами выходят на оптовый рынок, они являются участниками оптового рынка, и они самостоятельно за себя подают заявки на рынок, таким образом самостоятельно прогнозируют, и у них получается, они так называемые конечные потребители. Угу. То есть ты создаешь точные прогнозы, которые позволяют сократить объем вот этих внеплановых закупок. Да, то есть задача прогнозирования, в принципе, я начала заниматься в 2007 году, когда пришла на рынок электроэнергии. И с тех пор она все время вертелась. И моя диссертация посвящена прогнозированию, и впоследствии я этим занималась. И, получается, в рамках уже контрактной работы 2019 и 2020 года, совместно с 2 IT-компаниями российскими я разработала фреймворк для краткосрочного прогноза потребления. На сегодняшний день, несмотря на то, что рынок существует уже 15 лет, до сих пор нет такого промышленного решения в этой сфере. То есть приходят западные, не очень удачно, не могут разработать свои, проблемы с внедрениями и так далее, и так далее. Мы сделали еще одну попытку, и мы показали, что то, что мы разработали, является наиболее точным прогнозом на сегодняшний день в стране. Мы участвовали в 4, получается, соревнованиях по прогнозированию. Соревнования – это такой процесс, когда в течение месяца, 2 или даже 3 ты ежедневно делаешь этот прогноз параллельно с самой компанией потребителей и другими участниками. Это не какой-то
там, тест на один день или какую-то задачу, которую надо решить. Нет, ты должен показать, что в реальности, в текущем процессе ты эффективнее, чем все остальные. Вот. И принимая участие в 4 соревнованиях, мы в 3 выиграли, в 1 сыграли в ничью, но там у нас, так сказать, конкурентом было немецкое решение, промышленное в этой сфере. То есть мы с ними сыграли в ничью. И вот этот фреймворк, мы показали, что он позволяет существенно снизить затраты, снизить эти отклонения, как следствие затраты. И, собственно, на сегодняшний день мы ждем внедрения уже такого промышленного, большого, крупного этого фреймворка уже для участников оптового рынка. Каков масштаб этой экономии относительно того, что применяется сейчас, и относительно решений, которые вы обошли? Насколько там, не знаю, процентов или миллиардов? Я считала, значит, делала анализ такого плана, что если я сокращу свои отклонения в среднем на 1 мегаватт, то это мне сэкономит там, от 300 тысяч до там, 700 тысяч рублей в месяц. И вот эта сумма зависит от территории. Оптовые цены на электроэнергию у нас свои для каждой территории, так называемые узла расчетной модели. И, грубо говоря, у нас есть регионы, где у нас избыток генерации, например, северо-западный район, Ленинградская область. Там цены довольно низкие. А есть регионы, наоборот, дефицитные, типа Краснодарского края, наш юг. Там, наоборот, цены очень высокие. Соответственно, там будет экономия выше, в Ленинградской области ниже. Но оценка примерно такая, и я уже неоднократно делала оценку, наверное, первый раз году в 2012 и последний раз, вот, наверное, году в 2020 или в 2019, и примерно эта цифра не меняется. Но это, значит, эта цифра, там, скажем, 500 000 рублей в месяц, это сокращение затрат при снижении на 1 мегаватт. Надо понимать, что, допустим, в европейской ценовой зоне, это вся европейская территория России плюс Урал, потребление среднечасовое 90 тысяч мегаватт. То есть 1 мегаватт – это очень мало. Даже крупный потребитель – это может быть запросто гигаваттный, то есть он может потреблять гигаватт, и для него 1% – это 10 мегаватт. Снижение, например, ошибки потребления на 1% – это очень много. Это, на самом деле это очень большая величина. Но если это удается, то это выливается просто в миллионные снижения затрат на покупку электроэнергии на оптовом рынке. То есть крупное промышленное предприятие за счет твоих математических моделей может экономить, внедрив их, да, и применяя их к прогнозированию закупкам, может экономить десятки, получается, миллионов рублей ежемесячно. Крупные предприятия, как правило, имеют очень сложный профиль потребления. Тот фреймворк, который мы разработали, он ориентирован на гарантирующих поставщиков, у которых такой довольно регулярный профиль потребления и которых большинство на рынке. То есть, скажем так, эти компании, они потребляют, я не знаю, сколько сейчас в процентах, но там рискну предположить, там от 60 до 80% потребления покупается именно гарантирующими поставщиками. Их число превышает, я думаю, 100. И, соответственно, вот наш продукт, он ориентирован сюда. Прогноз для промышленных потребителей – это другая совсем задача. Здесь в этой задаче необходимо вникать уже в детали работы предприятия. То есть уже надо знать технологию и какое оборудование там используется, и какие графики ремонтов, работы и так далее, и так далее. Это совсем другое. Здесь гораздо меньше математики, здесь больше именно аналитики и больше упорядочивания вот этого процесса формирования прогноза, когда мы знаем, на каком предприятии, в каком цеху, что когда включится, мы должны это корректно собрать и включить это в наш план. Так еще раз, какие предприятия получают выгоду? Гарантирующие поставщики. Мосэнергосбыт. Мосэнергосбыт. Вот, когда вы видите на конце сбыт, это гарантирующий поставщик. Краснодар энергосбыт, Мосэнергосбыт, Екатеринбург энергосбыт. Это крупные компании. Население. То есть компании в масштабе городов? Областей. Областей, да. Они, по сути дела, каждый гарантирующий поставщик обслуживает так или иначе какой-то субъект Российской Федерации. А если говорить про применение к промышленности, возвращаясь к этому вопросу, возможно ли разработка таких решений? Бралась ли ты за такие задачи? На самом деле... Или это...
Скажем так, мелко? мы работаем с компанией, у меня есть партнеры, которые специализируются на этом. И они делают автоматизацию в сфере сбора вот этой рутины, вот этих планов. И уже если нужна им математика в какой-то момент, они могут обратиться ко мне. Но пока у нас не было прецедентов, что им нужна математика. То есть, как правило, вот этого упорядочивания и регламентирования вот режимов работы на предприятии, этого достаточно для того, чтобы, ну, скажем так, повысить качество прогноза внутри предприятия. Вот там математика особо не применяется. Вот так. Какая вот это сейчас вот эту область математики обычно называют data science, насколько я понимаю. Есть ли какая-то грань, что-то вот в той прикладной математике, которой занимаешься ты, или это просто data science по-другому? Я думаю, что да, это data science по-другому, то есть по большому счету лет 10-15 назад была профессия аналитика, при этом аналитиков было два. Были аналитики, которые описывают и автоматизируют бизнес-процессы, а были аналитики, которые занимаются анализом массивов данных. И вот вторые аналитики с недавних пор стали заниматься data scientists, то есть модный англицизм, и по большому счету это то же самое, что прикладной математика. Я думаю, что все три эти слова, они относятся к одним и тем же людям. Хорошо. Тогда про победу на конкурсах, да, про вот эти решения, которые сейчас ожидает внедрения. Какая математика, да, давай немножко попугаем слушателей, какая математика, какие технологии лежат в основе, что под капотом у этого решения? Ну, на сегодняшний день я могу сказать, я большая поклонница питона. Я перешла на питон 2 года назад, после 10 лет MATLAB, и сейчас я работаю исключительно на питоне, и перспективы вижу именно здесь, в силу чего питон так взлетел. Питон хорош тем, что так сложилось, что очень много крупных компаний типа Google, Яндекс, Microsoft делают свои какие-то математические модели и пэкэджи, то есть пакеты вот эти, под Python и делают это открытыми. Например, мы знаем, да, у нас для того, чтобы построить нейронную сеть в Python, мы используем такой так называемый стек технологий. У нас есть Python, у нас есть Keras, это просто конструктор для нейронной сети, пакет. И у нас есть TensorFlow, который Google опубликовал, получается, в 2015 или 2016 году, 5-6 лет назад. Он сделал его общедоступным. И вот эту технологию я могу, как обычный человек на домашнем компьютере, скачать, установить и этим пользоваться. Я не должна никому ничего платить, я не должна оплачивать никакие лицензии, никаких ограничений у меня нет. Более того, если я нахожу там баги, я на странице GitHub всегда могу им написать о том, что вот что-то мне не нравится, не работает, и там у них довольно регулярные ответы, и всегда можно что-то там найти. И вот эта открытость, этот краудфандинг со стороны Microsoft, который сделал отличную бустинскую библиотеку, Яндекс, который сделал CatBoost, тоже открытый. Конечно, вот когда все это собирается в одном месте, на одной платформе, то ты понимаешь, что у тебя огромный ящик с инструментами, и эти инструменты лучшие в мире, потому что куча research and development уже вложились в это, и ты можешь этим пользоваться бесплатно, тебе ничего для этого не нужно. Собственно, только знать это все. Но ведь это общедоступный набор инструментов, которые наверняка использовали другие компании, которые участвовали в соревнованиях. В чем секрет, за счет чего удается выигрывать? Я думаю, что, вернее так, я не знаю точно, что они использовали, но весьма вероятно, что они использовали Python. За счет чего выиграть? Я думаю, что здесь играет роль как раз тот факт, что я занимаюсь этой задачей с 2007 года, когда ты итеративно. Сначала я делала прогноз сама, потом я смотрела, как делают прогноз компании Thomson Reuters, я была там аналитиком, и у нас была модель, которую разрабатывали ребята в течение 18 лет на тот момент. То есть там десятки аналитиков приложились и показали, как можно это делать. Потом я ушла на Python, и собрав весь этот багаж, я уже применила все вот эти новомодные библиотеки. И здесь просто получилось так, что соединилось, с одной стороны, мой опыт в этой сфере, и именно для этой задачи краткосрочного прогноза, плюс, скажем так, удачный выбор инструмента. Это была первая моя работа на питоне, и питон мне сразу понравился. Я увидела его гибкость, его легкость и его, как сказать, адаптивность какую-то. Я его легко могу повернуть, как мне надо, и это очень удобно. Хорошо.
Видишь, такая получилась история довольно близко к хакатонам, которые мы занимаемся, когда участники тоже часто приходят и что-то пробуют в первый раз, потому что они видят задачу в первый раз и иногда используют какие-то инструменты в первый раз. А вопрос такой, как ты рекомендуешь ребятам, у которых есть там какие-то способности, интерес к математике, да, как им развиваться, как им учиться, чтобы достичь там, таких впечатляющих успехов, делать модели, которые побеждают, делать прогнозы, которые приносят пользу в масштабах городов? Ну, я думаю, что надо просто делать то, что тебе нравится, потому что я стала математиком не сразу. На самом деле я пришла работать в 2007 году и стала заниматься аналитикой и прогнозированием, но осознанно я стала к этому относиться и понимать, что я действительно прикладной математик только в 15-м. То есть 8 лет спустя, когда я писала просто в очередной раз резюме и стала описывать весь свой предыдущий опыт, и тогда я осознала, что да, я действительно прикладной математик, что я как бы высококвалифицированный аналитик, или аналитиком опять это можно назвать в моей сфере. Но до этого момента я просто делала то, что мне нравится. Если на работе были задачки, где надо было посчитать, все знали, что я люблю посчитать. Все эти задачки со временем просто сваливались ко мне. Когда-то настал момент, когда я занималась только расчетами. То есть все это свалилось, это была точно моя грядка. Я только расчетами занималась и ничем, ни на что уже больше не отвлекалась. Потому что вначале, конечно, и отчеты я писала, и ТЗ я писала, и ТКП я писала, и кучу документов, и презентаций, и кучу барахла, которые не имеют вообще никакого отношения к математике. Но чем дальше шло время, тем больше математики как бы было в моей работе, и сейчас она практически занимает, там, ну, если не 100%, то там львиную долю, 80% времени своего рабочего я сижу в питоне, я что-то пробую, тестирую. Для того, чтобы начать этим заниматься, важно знать о себе, скажем так, ну, в моей сфере, по крайней мере, это важно. Задач не так много, и видов именно задач. Как я говорила, 14 лет, 3 задачи. Надо уметь не уставать от этого. Плюс обязательно, мне кажется, требование такое к математику должно быть, что человек должен лучше общаться с цифрами, чем с людьми. Я не люблю разговаривать с людьми, мне гораздо проще с цифрами. Поэтому все свои коммуникации я стараюсь сократить до минимума, сделать максимально эффективные. То есть последние пару лет работы контрактником я не написала ни одной бумажки, ни одного заявления, ничего. Я сижу в питоне, потому что у меня почасовая плата. Им невыгодно, чтобы я занималась какой-то ерундой за не такие уж маленькие деньги. Соответственно, вот человек должен понимать, что он готов с утра до вечера работать с цифрами. Он готов долго решать одну и ту же задачу. И у него как бы есть к этому какие-то способности и вот усидчивость. Здесь очень важна усидчивость. Мой профессор и мой научный руководитель, мой друг Павлов, он всегда говорил, что у математика должен быть острый ум и тупой зад. То есть сидеть и монотонно и долго решать одну и ту же задачу. Тогда ты получаешь тот опыт, и тогда ты сможешь что-то выигрывать и делать там очень качественные модели. Здорово. Спасибо, да, что несмотря на то, что не очень любишь общаться, согласилась пообщаться на эти темы. Такой вопрос. Какова роль в твоем пути, какова была роль образования и какова была роль тех задач, с которыми ты сталкивалась на практике? Что лучше, там, долго учиться в институте или там, быстрее пойти? Работать? Да. Я пошла работать после первого курса, я помню. К концу окончания вуза у меня за плечами было практически 5 лет опыта работы. Я думаю так, что университетское образование, конечно, на момент, когда учишься в университете, оно должно иметь наивысший приоритет. Уже по окончании вуза я считаю, что дальше ты должен двигаться сам. То есть я не сторонник курсов, академий, повышения квалификации, сертификатов и так далее. Я ничем этим не пользуюсь, мне это не интересно. То есть есть я, есть задача и есть открытые источники. Я всегда говорю, знания очень дешевые, они ничего не стоят, они стоят только вашего времени. Соответственно, открытые источники, начиная от YouTube, как сделать что-то, заканчивая научными статьями. И в YouTube я сижу регулярно, и на Stack Overflow я сижу каждодневно, и научные статьи я читаю, ну, вот в год десятки я прочитываю статей по своей теме. Вот сейчас я занимаюсь новой темой, и, соответственно, мне надо вникать, и по осени я буквально там
3-4 статьи в неделю читала на эту тему, чтобы просто вникнуть в предметную область, понять, что в этой сфере есть. И я как бы поддерживаю именно подход, вот это вот обучение. Сначала я, потом задача. То есть сначала идти работать, брать какую-то реальную задачу, а потом уже добавлять к этой задаче какую-то теорию. Если есть какой-то консультант, коллега более опытный, тогда его, конечно, поспрашивать надо. Но сидеть, теоретизировать и решать какие-то абстрактные задачи, никому не нужные, придуманные или академические, на самом деле это не дает никакой мотивации. То есть мотивация очень быстро уйдет. А когда ты видишь свой продукт внедренным в той или иной степени, или ты ожидаешь внедрения, или ты стремишься даже к этому внедрению, как мы с этим фреймворком, ты все время его дотачиваешь, допиливаешь и добиваешься этого внедрения. И, соответственно, здесь совсем другая мотивация и совсем другой, получается, результат от твоей работы. Здорово. Ну, спасибо. Это получилось такое послание нашим участникам хакатонов, молодым ребятам, кто начинает свой путь в технологиях, в математике и пытается делать наш мир умнее и эффективнее. Спасибо, что к нам выбралась еще раз. До скорых встреч. Спасибо. До свидания.